Все, наверное, помнят. Привет из прошлого. Я записывал 28 августа видеообращение к читателям, в котором фигурировал так называемый дамми-муляж аппарата под названием Samsung Galaxy Note 2. Теперь мы приехали в Берлин на IFA, и у меня в руках рабочий аппарат, и я могу показать кучу программных фишек, которые, в общем-то, составляют львиную долю всего удовольствия от использования этого гаджета. Собственно, вот такая штука. Еще раз повторюсь, он стал изящнее, он теперь неплохо лежит в руке. Больше, наверное, похож даже не на старый Note, а на Galaxy S3. Ну, как похож? Условно, конечно, но реально он, аспект ратио 16:9 сделал его реально удобным для держания в руке. С Galaxy S3 роднит его еще новый материал. Это не текстурированный пластик, который был в первом ноуте, это глянцевая поверхность. Можно опять же сравнить. Вот, в общем-то, такая же, покрытая сверху лаком. Есть стилус. Теперь он не механическим путем заталкивается, точнее держится в пенале, а на магнитах. Его можно вытащить наполовину, он будет фиксирован, и затолкать полностью, никуда он не падает. Что у нас есть спереди? Спереди у нас есть два сенсора освещенности, приближения к щеке, фронтальная камера для видеозвонков, клавиша Home, клавиша меню и клавиша назад. Кнопка включения и блокировки на правом торце, сверху джек для наушников и дополнительный микрофон для подавления шумов. На левом торце регулятор громкости, ну а снизу, как всегда, порт microUSB, который поддерживает также функцию USB-хост. Ну а теперь расскажем об интерфейсе. Здесь стоит Jelly Bean 4.1, что очень круто. Поговаривают, что 4.1 несколько лучше относится к ресурсам батарейки, не так ее жрет. Я устанавливал эту систему на Galaxy Nexus и, в общем, склонен считать, что все-таки да. 4.1 Jelly Bean бережнее относится к батарейке. А батарейки, кстати. Батарейка здесь на 3100 мАч, что чудовищно круто. Не знаю, сколько он будет работать. В руке он у меня вот пока всего, наверное, минут 10. 79% батарейки, пока ни 1% вниз не упало. 4.1 сверху, поверх 4.1 натянут интерфейс TouchWiz самсунговский. Все знакомо, за исключением нюансов, в которых, как всегда, кроется самое интересное. Нюансы следующие. Когда мы вытаскиваем S Pen, так называемый, который сделан, кстати, по заказу Samsung в компании Wacom, и сетка специальная, сенсорная, тоже сделана компанией Wacom, ну, при содействии. Когда мы вытаскиваем S Pen, на экране появляется соответствующая панелька. Можно сразу выбрать то, что нужно. Mind Map, в общем, все что угодно. Идем на главный экран. Выбираем, например, S Note. Здесь уже что-то написано. Закроем это. У этой ручки 1024 градации нажатия и очень большое разрешение, не помню какое, не сказали, которое делает записи реально удобные. Допустим, мы хотим нарисовать ребенка. Рисовать ребенка можно вообще не рисовать, можно написать просто baby, и гаджет предложит изображение ребенка. Ну, например, возьмем его в коляске. Вот оно. Его можно увеличивать, что-то подкрашивать, потом еще подрисовывать. Допустим, пусть коляска несется. Такая штука. Естественно, S Note умеет распознавать почерк, но, допустим, напишем No Mobile. No Mobile прекрасно понимает. С русским происходит то же самое, поверьте мне, я тестил гаджет под названием Galaxy Note 10.1, все там было прекрасно, он даже распознавал местами некоторые нецензурные слова, которые произносить, к сожалению, я сейчас не могу. Что есть у нас еще интересного в S Note? В S Note есть режим
записи рисунка. Для этого нужно нажать вот эту штуку, клавишу REC, и начать что-то рисовать. Не знаю, нарисуем какое-нибудь деревце. После этого изображение на экране будет записано в видеофайл, который можно расшаривать, не знаю, в соцсети, куда угодно. Просто процесс рисования. Если вы рисуете круто, это может быть для вас интересно. Кстати говоря, есть еще интересная фича. Дотрагиваться до экрана вовсе не обязательно. Где-то на расстоянии 8 мм сенсор замечает стилус, и на экране появляется точка, которая позволяет не только, в общем, визировать положение курсора, но еще и делать интересные вещи. Сейчас покажу, какие. Допустим, мы зашли в галерею. Галерея. И навели стилус на какое-то изображение. Оно увеличивается. То же самое происходит и с видеороликами. С помощью этого можно увеличивать конкретные видеоролики, а во время просмотра видеоролика можно, не отходя от кассы, смотреть, что происходит дальше, не перематывая его, собственно. Понравилась картинка? Сразу перешли сюда. Вот такая крутая штука. Кроме того, если зайти в календарь, прямо на календаре можно начать что-то рисовать. Вот уже здесь до меня нарисовали. У кого-то 5 числа день рождения, а 19-го вечеринка, а 25-го и 26-го какие-то важные митинги, а на выходных кто-то будет дичайше бухать. В общем, удобная вещь для ведения заметок. И самая интересная и востребованная, на мой взгляд, вещь – это функция быстрой записи. Когда вам кто-то звонит, вы говорите по телефону вот так, и он говорит: чувак, запиши быстренько какой-нибудь телефон. Ты не лазишь по каким-то дебрям меню, просто достаешь ручку, на экране сразу появляется, ну здесь, правда, не появилось, но на экране сразу появляется соответствующее меню, на котором можно сразу что-то написать и сохранить. Не все функции, кстати, сразу возникают в памяти. Например, снова зайдем в галерею и покажу еще одну интересную вещь. Видео, кстати, все еще проигрывается, что характерно. Идем в какие-то картинки, выбираем нужную картинку. И на любой из фотографий можно сделать соответствующую запись, соответствующую тому, что изображено на картинке. Помните, как в старые добрые времена были такие бумажные фотографии, если кто-то помнит, распечатывались с пленки, проявлялись и так далее. У всех, наверное, хранятся фотографии, где написано, там, например, Ваня, 86-й год, 2 месяца, что-нибудь в этом роде. Вот кто-то написал уже IFA 2012. Ну и последняя фишка, которую помню я, но, возможно, не последняя реально в портфолио прошивки нового Samsung Galaxy Note 2, это функция быстрого вырезания нужной части экрана. Просто зажимаем кнопку на стилусе, обводим нужную область, он выделяет ее и может либо копирует, если ничего не делать, либо предлагает тут же ее расшарить каким-то из способов. Например, по Bluetooth, кинуть в Dropbox или кому-то сообщение отправить. Вот такое. Там, не знаю, можно подписать. Трава. Вот такая вещь. Куча каких-то интерфейсных решений, куча софтовых решений. Но все это не отменяет еще чудовищной мощи аппарата. 4-ядерный процессор. Разрешение HD экрана, 2 гигабайта памяти. Напоминаю о емкой батарейке на 3100 мАч, 3G,
Wi-Fi, GPS, естественно, все последних редакций, Bluetooth, все здесь есть. В общем, по-моему, годный аппарат. Единственное, непонятно, сколько он будет стоить. Если он будет стоить не дороже Galaxy S3, на мой взгляд, это довольно перспективно. Если дороже, ну, незначительно. Ну, может быть, тоже. Но посмотрим. У Samsung зачастую возникают сложности с адекватным выбором цены на новые устройства, но в конечном счете цены падают, можно немножечко подождать, гаджет упадет в цене и при этом не устареет морально совершенно точно, потому что задел сделан, по-моему, огромный. Вот такая штука. Не переключайтесь.